Folco de Verdura, who would go to his favorite beach and would be inspired by everything that was around him. Есть много известных домов, производящих ювелирные изделия. Есть знаменитый дом Folco de Verdura, где все, что создано, виды драгоценностей, украшений, сделано и вдохновлено морем. He said when he saw cherry trees, he saw rubies. When he saw lemon trees, he saw citrine. And he decided to encrust them all on seashells and make jewelry that was divine. На что бы он ни смотрел, там это могут быть фруктовые деревья, любые объекты, он видит в них везде проявления морских существ, ракы, и все его возвращает к дизайну, основанному на морских объектах. And then there's Alexander McQueen, who one day walking down the beach saw some razor clams, went back to his house and grabbed a bucket and filled that bucket with razor clams, took it into his studio the next week, and this was the result. То, что я рассказываю и о вдохновении, и о таланте вдохновляться от всего, что вокруг нас окружает, например, это в случае с Александром Маккуином, как было создано это платье. Он шел по берегу моря, тоже был в отпуске, собирал камушки, которые он собирал на побережье, набрал их целый карман, приехал к себе потом в студию, разложил их, и благодаря им появился этот платье. But you couldn't sit down in it. Да, но в этом платье даже, понимаете, нельзя сесть. Есть свои минусы. То есть только стоять вот так. Еще вот так. Standing up and looking good. Да, стоять и красиво, и потрясающе выглядеть. So people that have influenced my life in the way that I think I design are people like Nancy Lancaster, who was an American who lived in England, who with John Fowler was responsible for starting the firm of Colfax and Fowler. Нэнси Ланкастер. Есть люди, которые, конечно же, вдохновляют меня из сферы дизайна декора. Это Нэнси Ланкастер, она американка, но прожила почти всю жизнь в Англии. Она одна из, сооснователей компании Colfax and Fowler. Colfax and Fowler. Да, известная вам компания Colfax and Fowler, которую вы можете найти здесь, эксклюзивнейшую в мире лично. Jacqueline Kennedy, I think, is always remembered mostly as a style icon for fashion, but Jackie was an amazing First Lady for the amount of time that she was in the White House, and she was really responsible for making everyone comfortable there and for entertaining and changing the way entertaining was done in the White House. Jacqueline Kennedy, это персона всем известна, жена президента США, было золотое время, и ее все знают как икону стиля, по одежде, но она отвечала в Белом доме, когда он был президентом за уют, всем было комфортно, за оформление многих праздников, вечеров и помещений, и ее стиль в интерьере тоже для Шарлотты очень важен. Jackie was very specific about how she wanted things done, and I always think great women of style are very specific about how they want everything done. And these are notes that I own that were Jacqueline Kennedy's about how she wanted each meal served and what she wanted served with it. And she wrote it all on ordinary note paper. Yes, she would write what she wanted served, how she wanted it served, very specific. Для Шарлотт, она считает, секрет стиля состоит в том, мы можем назвать стильными тех людей, которые крайне требовательны к любым мелочам, предельно требовательны. И есть записки, то есть, как некие notes, записки, да, которые, в частности, написаны собственноручно рукой Jacqueline Smith, они принадлежат Шарлотте, хранятся в ее библиотеке. Это записка, просто описывающая восприятие Jacqueline Кеннеди к тому, как должна быть организована обеденная трапеза. И там предельно, детально описано, что, в какой момент, в какой форме, в каком цвете, вместе с чем и как должна быть подана каждая деталь того обеденного перерыва, который будет происходить.
Gloria Vanderbilt is about 87, 88 years old now. She is, of the Vanderbilt family, and known for her art, as well as her family heritage. But Gloria wrote a book about collage in the 1970s, which was really my inspiration. Есть человек, который тоже сильно на меня повлиял. Фамилия этого человека известна в бизнес-кругах. Это семейство Вандербилт, они из самых богатых людей в Америке. Так вот, Глория Вандербилт известна не как просто наследница богатого семейства, а как художник, занимающийся техникой коллажей. И сейчас ей уже жила 87-88 лет. Она опубликовала в 70-х свою книгу о коллажах. И по-прежнему, с тех пор, взяв эту идею, Шарлотт эксплуатирует эту технику и этот подход в основном ее работе. And she's still painting and collaging today. И Глория Вандербилт по-прежнему творит свои произведения искусства в технике коллажа. So, the other person that we referenced earlier, and she probably should have been up there with Frank Gehry and the rest of them, was Coco Chanel. Because the way she revolutionized fashion, the way she changed the way women dressed, the way she took an ordinary material that no one else wanted to do anything with, knits, and she changed fashion forever. Ну и человека можно поставить в самом начале. Эту женщину знают все, это Коко Шанель. Человек, который сделал революцию в мире дизайна моды, и эта революция по-прежнему жива. То есть то, что она перевернула, по-прежнему также перевернуто. So back to Pauline de Rothschild, the last slide on Pauline. Here she is sitting next to her bed, the famous bronze bed made by Giacometti. I like that bed so much, I copied that bed too. And I made one for myself there on the right, for my house in Aspen. Помните Паулина де Ротшильд, там они говорили в стиле Шинозовой. Здесь ее фотография, где она сидит рядом с кроватью, вот с таким бронзовым балдахином. Мне она настолько понравилась, что я фактически ее скопировала. Скопировала для своего дома в Аспене, горнолыжный курорт. Вот это мой собственный интерьер. И я, честно признаюсь, я эти кровати очень много где повторяю вновь. Разумеется, это уже не антикварные вещи, это уже сделанные заново. And we have to throw in some guys here. Billy Baldwin is perhaps one of the most classic American male designers. He was, I don't know how to describe Billy, but he was an icon and he was a true gentleman. But this room was done in the 1970s for an American advertising executive and her husband, and at La Fiorentina. And I think that room is just as fresh and valid today as it was in the 70s. Есть и мужчины дизайнеры, давайте поговорим о них, они тоже, для меня очень важны. Это Билли Болдуин, классик американского дизайна. Вы смотрите сейчас на интерьер, если вы посмотрите на него, у вас может вполне создаться ощущение, и вы можете в это поверить, я сейчас скажу, что данный интерьер создан где-то в конце 19 века. Интерьер создан в конце 19 века, в 70-х годах, 20 века, и Билли Болдуин известен как джентльмен, который создавал интерьеры для джентльменов. То есть это такой мужской во многом интерьер. Но вот пример, насколько классик может быть классиком, того, что вот создан интерьер, который может быть вроде как и современным или абсолютно классическим и создан сотни лет назад. And then there's Renzo Mongiardino, who I believe was one of the greatest theatrical sort of designers who believed in great decorative effect. И еще Монджардино, это один из великих теоретиков искусства дизайна. And so I think these two gentlemen are very different. And I love the work of both of them. And I think both of them have informed my work in very different ways. So that's why we need to expose ourselves to lots of different things and lots of different styles. Вот эти два джентльмена, с моей точки зрения, являются полной противоположностью
в стилистике работы. У Маджардина это всегда сумасшедшее количество предметов. Это просто много. Вот интерьер справа делал уже я, и он вдохновил меня на создание вот такого насыщенного интерьера, что я тоже очень люблю. Они друг другу противоречат, но вместе с этим как раз и в этих противоречиях, и сочетаниях этих противоречий рождается что-то новое, потрясающее. So as I said, travel is one of the greatest sources of inspiration for me. And I can't wait to go on vacation in 2 days to Barcelona. И я не врала вам, когда говорила, что для меня обязательно постоянно путешествовать и обязательно постоянно отдыхать. Поэтому сейчас я, побывав впервые в России своим официальным визитом, отчасти очень удовольствие поработав, прямо сразу отсюда отправляюсь в Барселону и на юг Франции для того, чтобы 2 недели провести в отпуске. Вдохновиться. Зачем? But when I'm traveling, I love to go to house museums because I think it's really interesting to see how other people live in their houses. Когда я путешествую, для меня одной из ключевых пунктов программы является посещение музеев интерьера, домашних музеев, где сохранился полностью интерьер, в котором жили когда-то люди. И это история какой-то конкретной семьи, а не сборище от объектов. House museums suggest a way of living and a certain joie, which I think is what we are all after when we are doing interior design. We are there to create a backdrop, but we are there to create the backdrop for someone to have a joyous life. Что мы видим, когда мы приходим в музей, где жила настоящая семья, и где мы просто видим и чувствуем, как здесь жили. Вот как могла происходить здесь жизнь, каким характером она шла, что наполняло жизнь людей, какими были хобби, насколько быстро или там, медленно текла, много ли было гостей. И через интерьер люди тогда вырисовывали свою жизнь и стремились получить удовольствие. И в этом я вижу и свою сейчас ключевую задачу декоратора. Создать интерьер, в котором клиент будет чувствовать себя счастливым и сможет себя максимально, полно реализовывать. So this is one of my favorites in Paris, the Musée Caimando. Один из примеров, таких музеев много. В Париже есть музей семьи Командо с трагической судьбой. Если бы не был, я вам очень рекомендую посетить. И вот пример такого музея. In Lake Como, Villa Balvianello. Другой пример. Это уже Италия, рядом с на озере Комо, вилла, которая называется Балвинелло. Я так точно? Балвинелло. It was the home of an Italian explorer that is now open to the public, and it is full of beautiful objects. Это дом итальянского исследователя. Как вы думаете, можно ли себе представить, что это дом сурового порядка? Этот человек исследовал север. And then historical museums like Malmaison. I love photographing the small detail because you never see those in history books. You see the room, but you don't see the little detail. Есть также, конечно, важные вместе с этим и музеи, которые посвящены интерьерным объектам. Например, это музей Малмезон, где вы можете обратить внимание уже не в целом на интерьер, на образ его, а на конкретные предметы декора, из которого делается искусство декорирования, составляется. Because that's where we get great ideas. Это, опять же, очень важный источник для меня вдохновения, и поэтому увидеть там такой целый коллаж, получился маленькие фотографии, для меня каждый объект важный может стать ключевым для создания интерьера. And Villa Carlos, which is in Villefranche-sur-Mer on the south of France, probably one of the most pure houses I have seen executed in one sort of clean aesthetic. But I particularly love the bronze work in this house. Вилла Кириллос – это вилла полностью идеально сохранившаяся с оригинальным интерьером на юге Франции. Для меня один из основных примеров чистейшего интерьера, полностью идеально выверенного. And then you get ideas on vacation. I take my camera and I take pictures of everything. Tile, benches, floors, peeling paint on walls. You just never know what's going to end up on a storyboard making a presentation to a client.
Постоянно, постоянно. Я вся во внимание, когда путешествую, и для меня эта часть, основная часть работы, это коллекционирование. Все, что можно обратить, все, что угодно, может обратить мое внимание и заставить меня сфотографировать. Это может быть кусочки старой керамики, это может быть облезлая стена, это может быть цветы в саду или какой-то определенный цветок. Все это я постоянно собираю, фотографирую, и это потом ляжет в основу моих дизайн-бордов, которыми я буду работать, через которые я буду общаться с клиентом, заказчиком. I think everything we see, everywhere we go, every person we meet, every book that we read informs our work. Фактически нет секрета какого-то особенного. Все, что с нами происходит, абсолютно все, что вокруг нас, рядом с нами, сегодняшняя погода, все, любой человек, который рядом с нами, это, да, вот это источник вдохновения. Это единственный источник вдохновения в каждый момент. Monticello is the home of Thomas Jefferson, was the home of Thomas Jefferson. Говорили, помните о фонде Монтичелло, это вот тот дом Томаса Джефферсона, подписавшего декларацию за создателя. And every once in a while when I travel, I get the opportunity to write an article for the Wall Street Journal. Для меня очень важна активность журналиста, я еще и журналист, когда я могу поделиться своими впечатлениями от своих путешествий. И в частности, вот я веду раздел в Wall Street Journal, посвященный, так скажем, моим отчетам о визите в тот или иной музей или в тот или иной парк или ландшафтный. Like these on Italian gardens, some French gardens. Это вот был отчет по итальянским садам, по французским. And then there's one garden that ends up being the biggest inspiration of all, which is the Priory at Notre-Dame-du-Rossin in France. Вот для меня есть определенный сад, который имеет такое особое значение. Это сад Priory de Rossin во Франции. So there are people that inspire, paintings that inspire, sinks that inspire. Как вы поняли, есть люди, которые вдохновляют, есть картины, которые вдохновляют, есть раковины, консоли, которые вдохновляют. And then there's a garden that inspires not only how I do my gardening, but how I do my interior design. Но сады, которые вроде бы отношение к интерьеру, это аутерьер, да? Это интерьер. Сады могут также быть вдохновением для создания интерьера. Для меня это важнейшая часть творчества. Their gardener makes windows in the hedges. Вот это пример того, как я взяла идею из того сада и создала свой сад. Я отразила эти идеи в своем саду, например, вот такие окна по естественной форме плетения. And they weave all of the seats in the garden out of chestnut. Все сиденья, все скамейки, там, изгороди сделаны вот за счет плетения прутьев. So when I went there, I think it was probably the structure of the garden, the fact that it was all green, the incredible shapes, that caused me to write this article for the journal. Я посвятил отдельную статью в газете, в журнале этому именно саду, описав подробно его структуру, описав его элементы. And then I had an opportunity to bring the gardener from that garden to my house in the country to create these for me. И он потряс меня настолько, что я, не сказать, что скопировал, но создала что-то подобное у себя, как, собственно, так он выглядит. My garden in the country. So I just want to say one thing. The most important thing that you can do for yourself, and I think for your clients, is to keep your eyes open all the time. Because what you see, you never know where it's going to be, can just find you around the corner and inspire something that you're going to do. This morning I took pictures of brickwork, ironwork, all sorts of things. I don't know what I'm going to do with them, but I know somehow they're going to inspire some project someday. Для меня и для качественных клиентов, я всегда им говорю, принципиально важно, когда ставишь интерьер, сохранять состояние открытости.
То есть ты постоянно должен впитывать, видеть, что вокруг тебя происходит. Я сегодня, глаза должны быть широко открыты, и они должны видеть и чувствовать, а не просто механистично смотреть. Сегодня я сделал массу фотографий, лепки, ковки, то, что я просто встретила или заметила, выхватила в том, что окружало меня на московских улицах. Я не знаю, когда я это использую, но это будет в моем архиве, и я полагаю, наверняка это в какой-то момент сработает. So I'm going to read this last quote in English, and then you'll have to read it. But it is probably the quote that speaks the most to me about the importance of seeing. And that is, Я хочу сейчас прочитать фразу, которую я скопировал, которая привела эти цитаты. Для меня она некая квинтэссенция секрета успешного декорирования. Above all, watch with glittering eyes the world around you, because the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places. Those who don't believe in magic will never find it. Thank you. Может быть, будет конца. Поэтому я понял, что вы все помнили. Позволю себе перевести то, что было сказано, для полного понимания. Можно? У вас Шарлотт почувствовал полное слияние с вами. Она поняла, что не только те 20 человек, которые подняли руки. So, besides those 20 people, everybody now understands your presence. Так, помимо всего прочего, важно оставаться с светящимися глазами, смотреть на мир со светящимися глазами, потому что величайшие секреты мира, которые вас окружают, спрятаны в самых элементарных и простых вещах. Для тех, кто не верит в магию, ее никогда не будет. Все, спасибо. Сейчас будет возможность задать вопросы, и будет еще одна информация. Вечер еще не закончился. Итак, я напомню, что сейчас наша вечеринка не заканчивается. Сейчас у вас есть возможность задать Шарлотт Мосс вопросы. После того, как мы закончим ваши вопросы, мы можем пообщаться приватно, и у вас будет возможность задать какие-то индивидуальные вопросы.